Всем привет, с вами Рыбалка Регион 17. Приехали с Пахой на Вавилинский. Не в то место, где тогда сидели, где дрифтеры стоят, а получается ближе к косе. Вот у нас пригорочек. Палатку поставили, газ включили. Купель получается вон там дальше. Крест стоит. Ну вот напротив лэп деревянный. Будем пробовать, пацаны говорят, здесь ловили, созвонился. Нашли их ориентир. Попробуем сейчас здесь половить. Ну, в общем, смотрим. Ну, в общем, выставились. Начинаем нашу рыбалочку. Глубина здесь 2 метра. Прикормили. Будем сейчас ждать, что у нас может и клюнет. Пацаны говорят, с обеда бывает берет. Так что будем ждать. Надеюсь, в этот раз не бесполезно сгоняем. Глубина здесь, я скажу, приличная. Надо будет сейчас фонариком мормышку фосфорную зарядить. Думаешь, там темно сейчас? Ну, естественно. Снега сколько, льда сколько. 3 баллона газа взял, чтобы, как сказать, подольше посидеть. Если хорошо ловиться будет, так будем сидеть до последнего. Так, зарядить мормышку фосфорную. Ой, блядь, как он ярко светит, этот фонарик. Извиняюсь, что матерюсь. Просто в глаза светануло конкретно. Ну, вроде зарядил. Спускаем. Ловить рыбка большая, маленькая. Ждем. В общем, смотрим, подписываемся, не скучаем, комментируем, не забываем. Как думаете, пишите, поймаем мы сегодня что-нибудь или нет, или как обычно с пустым уловом или с одной рыбкой. Так что жду комментариев. У нас у Пахи поклевочки начались. У меня тоже чуть-чуть клювало что-то. Тоже надо такие мормышки поставить и гладить просто. То у меня стоит фосфорная, а на фосфорную он, как мужичок говорил, вечером много клюет. А переделать-то не было. Но все равно поклевка на что-то была. На верхнюю, скорее всего. Ты думаешь? Да, у меня там сверху уже типа мормышки. О, клюет. Что есть? Нет. Мальки, наверное, подошли. Что за хуйня? А ну что они? Ну-ка нахуй. Ну ты не матерись. А вот это снимаешь? Ну. В общем, поклевки начались. У Пахи были, у меня тоже были. Покажу свои мормышечки. Вот такую брал в рыбацком раю. Вот такую вот мормышницу. Вот у меня лежит тут запас тут готовый. Годовой. Ну, летом можно все и оторвать, конечно. Ну, как-то так, в общем. Сидим, ждем. Поклевки были, но непонятно кто. Может, малек, может, ельчик. Ну, в общем, ждем. Поклевки, в общем, есть. Ждем. Только что клювал хорошенько так. Чук-чук-чук. Теребанил кто-то. Кто-то тут ходит. Кто? Давай, клюй. Рыба. Карась. Или елес.
На камеру, видимо, не хочет, только камеру включаешь, поклевка Да, перестает. да. Хитрая рыба. В общем, поклевки есть. А парыша кто-то у меня сдернул. Я даже пару поклевок было, не думал, что он его стянул. Вытащил, проверяя, а там нету опарыша. Круто. Поклевки есть, а кто там дербанит, непонятно. Ты вообще молодец. Ага. Кто у нас там дергает? Что за чудо? Чудо-юдо. Ну вот у него получается просто мормышка, напайка медная. А я поставил с этим, получается, как назвать, фосфорную. Потом с кембриком. И это фосфорная. Потом типа переколоночки. И с кембриком. Сейчас посмотрим, на что ловится. В прошлый раз я поймал, который убежал ельца, на фосфорную. И сейчас на фосфорную у меня кто-то опарыша спер. Посмотрим. Нет, подойдет, дернет. Прикормили так-то. Там он прикормка возле газа лежит. Просто это. Курицам берем, получается, как молотая фракция. Типа как там горох, пшено, там, ну, всякое перемолото для куриц специально. Там. Как его называют, я даже не знаю, я же не этот. Не звероферма. Или как назвать-то? Не зверовод. Ну, курицам берем, короче, типа ячки. Только там и горох есть, и пшенка, и всякие добавки, короче. В сухом виде берем, с воды наливаем, переэтываем, перемолим, постоит на это вот, водой напитается, и потом комочками туда подкидываем. И рыба подходит. Ну, кто-то пшенкой прикармливает, варит пшенку. Потом семечки жареные туда. Я, по крайней мере, в прошлом году брал семечки, покупал бабкины и это чистил. И потом ложкой разминал и добавлял туда тоже пшенку вареную. И тоже клевала прикормка хорошо работала. Но в этом году куриной решил попробовать эту всякую фракцию. Она тоже получается такая интересная, со всякими добавками непонятными. Тут течения нету, так что кинул на дно и по чуть-чуть рыба подходит, кормится. Нет, на мормышку клюнет. То отойдет, то подойдет. Поклевки, в общем, есть, причем хорошие. Кто-то кидался. Давай, клюй, чувак. Ждем. Ну, что-то как камеру включаешь, перестает дергать. У рыбы, походу, нюх на включенную камеру. Не фотогенично. Да, я не фотогенично, мне камеру выключи, я тогда клюю. Да и многие говорят, я вот смотрю там в РЗ-ТВ тоже, в Наринмаре рыбачат на севере, короче. Тоже, говорит, как камеру включишь, клювать не хочет. Ну, и бывает, смотря как у рыбы от погоды жор, если идет, то она клюет, я не знаю. О, поклевка. Давай. Нету. Кто-то клювал, прям такие мелкие поклевочки. Кто-то у нас тут щиплет. Кто ты такой? Бесстрашный. Давай. Заглатывай. Не трави нам душу.
У меня уже азарт такой проснулся, что аж это кишки подпрыгивают. Во-во, поклевка, поклевка. Они обдирают, что ли, опарыш. Потому что был бы елец, он бы заглотил. Окунь бы тоже заглотил. Пескарь бы тоже заглотил. Тамалек, может, терроризирует. Потому что опарыши хомячит наш. Вообще адреналин прям сыгрывает. Когда поклевку видишь, прям сердце в кишки убегает куда-то туда, короче, в сторону живота. Цепляется за 12-перстную кишку. Ну, эти дрифтеры гребаные. Клюй давай. Во-во-во, нифига мелкие поклевки. Давай, заглатывай. Во-во. Нету. Да кто там такой бессмертный? Пытается обожрать. Кто такие мелкие поклевки прям добивает. Что там за чудик такой бессмертный? Сейчас я тебя выловлю. И обратно отпущу. А нет, первую рыбку нельзя пускать. Малька, если малек попадется, то барсику заберу. Пускай барсик полез. Ах, вообще прям вот на этого тоску наводит. То, что клювать клюет, а не подсекается. Что за чудо-рыба? Ну, на фосфорную мормышку, скорее всего. Вот мелкие поклевки какие. Черт, подсечь вообще. Вот сразу только пустил поклевки такие бешеные. Там толпа мальков, походу, видал, как дергает. Да. Таких много мелких поклевок, прям как будто реально там стадо нападает на твоего опарыша со всех сторон его. Пщипывают. Вон какие поклевки. Вот. Подсечь не подсекается. Скорее всего, на опарыш кидаются. Мальки любят обдирать по бокам, помнишь? На окуневке сидели. Закидывают. Поклевки есть, вытаскиваешь, червя нету. Там целый взвод. Да, здесь Пескарей тоже, походу, был. целый взвод. Не пескарей, а мальков, скорее всего. Ну, что-то поклевки перестали, походу, опарыши сдернули. Василий! Давай нам еще подкидывай. Вот он напал, ты не снимал. Да. Теперь снимаешь. Заглотить и сидеть. В общем, поклевки мощные. Прям вообще дербанит. А вот кто? Прям толпой. Ты кверху подкидываешь, опускаешь и сразу. Пахли у меня в раз. Что за психи? В чем прикол? Клюет, то есть кивок вниз и резко подсекаешь. Никого нету. Ты просто удивлен. Вот андатра сидит. В общем, поклевки смачные. Вон как долбасит. А подсекать, вытаскивать никого нету. Кто там так? Малявки, скорее всего, дикошары. Вообще дикошары. Больше вариантов нету. Был бы елец, он бы не сисюкался, он бы просто хоп и съел. А тут кивок вообще бешено долбит. Прям вообще нагибает, можно сказать. Смачные поклевки. О, как долбит. Да. Кто-то клюет. А ничего поймать не можем. Парыши сдергивает. Уж какой, где-то часов с 3 клюет. Еще ни одного не подсекли. Кто там такой бешеный? Кто его знает?
Ну, сегодня решили сидеть, пока газ не кончится. 3 баллона взяли. Может, до скольки часиков, до 9 хватит. Кто его знает. Хочется рыбки поймать прям вот нормально от души наловиться. И на пару деньков забыть. А потом опять. Да потом, походу, морозы будут. А в морозы газ улетает прям как на дрожжах. Ставишь только пар изо рта. Идет все. Газ прибавляешь. Все, камеру включили, поклевки пропали. Как обычно. Будем рыбку терроризировать. Не хочет подсекаться, будем вот так поигрывать и дразнить ее. Клевать он клюет прям. Мне Ну, прям вообще до жути интересно, смачно. как он там вообще, как они там вот... Колбасит, видал как? Только поиграл. Ты-ты-ты-ты-ты. Как ее засечь-то? Да, рыба-то прошаренная, однако там. Уже на камеру не боится клевать, он как теребанит. Мелко, правда, но елец так и клюет. Только почему он это не засекается? Совсем малявка, походу. Да, мелкий, скорее всего, но... Да сколько времени тут торчим уже, наверное, часа 2. Вот эта мелочь прям вообще терроризирует вдребезги. А пока не вытащим, не включаем съемку, а то батарейка садится. В общем, сидим тут уже часа 2, наверное. Народ приехал, тут чувак он на УАЗике приезжал. Еще приехала Нива, получается, Hyundai. Народ сидит. Там дрифтеры гоняют. Видать, не видать. Рыбу гоняют. В общем, сидим, пробуем рыбку ловить. Вот Вавилинский затончик. Солнце садится, скоро должна рыба подойти. Малявки клюют, что-то не особо. Ну, в общем, пробуем. Так, вот и мой долгожданный елес. Попался вот на такую мормышечку, на зеленую фосфорную. Вот такая фосфорная мормышечка. Попался такой хороший ельчик. Почуй на меня. Где мой долгожданный елец. А там этот был по пару снизу, я не смотрел. Что, залезал, что ли? Да, чтоб не упрыгал нахуй. В жопу. Ну куда он тут не прыгает? Нет, есть. Я дождался своего мальца. В общем, одного ельчика поймал.
Здесь у нас вот такой вот плитка, дожигатель и газовый баллон. Дожигатель, он имеет смысл, то есть дожигает остатки кислорода, который не выгорает. Получается, внутри остатки кислорода выгорают вместе с, ну, то есть вот баллон красный. Внутри кислород образованный, который не догорел, он тоже выгорает. И здесь получается, что нет такого, что от газа остается остаток какого-то кислорода недогоревшего, от которого люди задыхаются. А когда покупаешь плитки со спиралью, и когда газ горит, остатки газа деваться некуда, он скапливается внутри палатки. А у нас здесь сделано по-другому. То есть вот специальный дожигатель стоит, газ скапливается внутри самого термоса и догорает. То есть там есть пустое пространство, где скапливается газ, и он внутри догорает. И поэтому мы рыбачим, и у нас нет такого ощущения, что нам трудно дышать или там не хватает воздуха. И хотя помимо этого мы оба курим сигареты, это, как сказать, не пропаганда там видеоролика какого-то на том, что курить кому-то можно, кому нельзя, а просто насчет того, что мы люди курящие и сидим с газовым баллоном, с дожигателем и курим сигареты, и нам хватает воздуха, то есть и кислород обогащается, то есть догорает остатки газа в этом дожигателе. И периодически открываем все равно форточку, чтобы поступал новый кислород. Так что вот как-то так. Все, включили в палатке свет, мой прожектор, фонарик, повернули к потолку. Один чувак на ниве уже ушуршал, поклевок нету. Пытаемся сейчас дальше сидеть. Еще один баллон в запасе есть, будем сидеть ждать. Свой фонарик направил под потолок, и у нас здесь рыбалка с комфортом. Свет, не свет, вся фигня. Тепло, мухи не кусают. Поклевок один только еле клюнул, и все. Тишина. И дрифтеры эти гребаные там гоняют. Ждем очередной поклевки. Паха тоже фосфорную мормышку у меня взял. Скидывает сейчас. Подзарядил ее фонарик. Будем ждать. Сидим, короче, рыбачим с комфортом. У нас получается печка греет, дырки стоят. Я фонарик направил, получается, в потолок, чтобы у нас тут светло было. Вот как-то сидим здесь, пытаемся рыбку выловить. Ну, в общем, светло. Как вы сами видите, я фонарик направил, вот, то есть, вот это вот получается. С двух камер снимаю. Одна фронтальная и передняя. Вот как у нас светло в палатке. Не надо никаких свечек, ничего. То есть, вот, Паха сидит. Вот я сижу. И вот у нас освещение в палатке. И нормально. С одним фонариком сидим как в уютной палатке. То есть рыбалка с комфортом. Всем желаю такой рыбалочки. Кто смотрит, подписываемся, пишем комментарии. Кому понравилось, кто рыбачит на такие маленькие палатки, там 2-3-местные, тоже фонарик подойдет, потому что освещение хорошо работает. Это включено на 30%.
Еще можно на 100 включить и на 5%. Так что, как-то так. Одного венчика поймал. Ждем остальных. Просидели уже часа 3. И что-то у нас мальки поклевывали. Час, наверное. Ни одного не подсекли. Так что ждем остальных. Смотрим, друзья, подписчики. Так, по времени у нас в общем получается 6:30. За эти 6:30, короче, час у нас малявки клювали. Потом, после как малявки клювали, приехали на Ниве, на Hyundai, потом на УАЗике. Чувак приехал, пробурились, там с камерой лазил, не лазил. Короче, выходил, смотрел. Всю рыбу распугали. Потом, как на УАЗике уехал, потом поклевки опять малявок были. И потом через полчаса, где-то часов 5, поклевка была, и я одного ельца вытащил. А после этого, получается, у нас тишина стала. Сейчас вот на Ниве чувак свалил. И потом минут через 20 на Hyundai старичок тоже домой поехал. Поклевок, говорит, нету. Утром были, говорит. И потом домой, короче, ушуршал. Мы вот сейчас пахой подготавливаемся, попробуем на налима постучать, потому что что-то вообще такая тишина, что такое ощущение, что здесь какой-то крупняк ходит. Так вот из крупняка здесь только, если их малявок много, только налим может ходить. Ленок я не думаю, что может ходить здесь, поскольку он ближе к течению, ближе к этим перекатам, там где струи всякие, там держится. А налим по затонам лазит, так что одного ельца поймал, и потом тишина. Такое ощущение, что какой-то реально крупный рыб пришел. Вот Паха подготавливает свою удочку. Я свою уже подготовил, надел большую медную мормышку, и лед под ногами трещит. Хотя толщиной мы бурились здесь метр, а выше где-то 1,5 метра 20 толщина. Ну, в общем, сейчас еле клевать не будет, часов до 7, то начнем с ним долбить по дну на на налимчике попробуем, постучим. Наденем сало соленое, как летом ловили, и постучим, посмотрим, может что-то клюнет, раз яйца нету, мальков нет. Хотя еще мормышки оставим на всякий случай, чтобы если филет подойдет, и на мормышке клевал. Так что будем пробовать, друзья. Подписчики. Ждем, смотрим, не огорчаемся. В общем, рыба что-то клевать перестала. А решил тут еще помимо опарыша сыра надеть. А мормышку фосфорную. Российского сыра. Да, российского сыра. Посмотрим, клевать будет, не будет. Ну, у нас летом на сало клювал, хариус клювал. Сейчас посмотрим, может начнет ельчик клювать и на сыр. Так что пробовать надо все. Не огорчаемся. Берем и ловим. Мормышку тоже переделал, поставил такую вот необычную, маленькую, такую прям волосатенькую, прям заглотыш конкретно. Так и приблизиться. Попробуем сфокусировать. Давай, фокусируй. Не хочет. Ну, так это не камера, на телефон снимаю. Ну, в общем, маленький заглотыш. Пробуем на сыр с опарышем. Может, там что клюнет. Если на сыр клюнет елец, то я вообще просто опешаю. Надо на все пробовать. Раз не клюет на опарыш, будем сыр ставить. А сыр, он же молочный продукт. Так что может и клюнуть. Чем черт не шутит, как говорится. Ну, в общем, просидели у нас по времени, получается, где-то с 2:30.
Сейчас скажу, сколько. Полтретьего сейчас время у нас. Сколько времени? 8 я был. 8 с полтретьего. Ну, без 10-8. 5. С полтретьего, короче, 5 минус. 4,5 часа просидели. И за эти 4,5 часа у нас кучу раз клювали мальки, малявки, короче, там, малесики, там, колесики. И за этих малесиков мы вообще ни одной рыбы не поймали, потому что потом приехали одни на Неве, одни на этом, на Hyundai, короче, буриться начали. Другие на УАЗике приехали. На УАЗике приезжали с камерой, смотрели, там ни хрена нету, там всю рыбу закормили, прямо в округе вот так вот. Рыба получается сытая. И вот этот круг, получается, где мы сидим, весь закормленный вдребезги. И в нашей лунке тоже он закормленный прям до самой усрачки. И вот, получается, сколько мы здесь сидим, я одного ельца поймал хорошего, который там в дальнейшем видео покажу. И все. И тишина. А у Пахи, хоть он и я ему давал свою удочку с маленьким кивком и клювал много раз. И у нас дожигатели работают хорошо, тут тепло. Даже мухи не кусают. Сейчас вот последний баллон поставили, сидим еще. Время 7 час. А, кого? 8, 9 уже пошел. 8 штук. 8 часов 9 пошел. И вот сейчас сидим, последний баллон дожигаем. И я не знаю, вот реально придется походу весну ждать. Лучше весну. Чтобы хорезков идти ловить. Или хорезов. Ну, сколько сюда гонять и деньги тратить на газ, получается, это один баллон сотку стоит, это 300 рублей, плюс такси, не такси 300 рублей, плюс сюда, плюс туда 600. Ну, в общем, косарь выходит. Просто съездить в Нововильнский из одного ельчика. И то не факт, что он сегодня клюнет, а завтра нет. Это дороговато выходит, в общем, плачевно. И вы меня поддержите, мои дорогие подписчики, и скажите, что стоит того, не стоит ездить на рыбалку за 1000 рублей за одного ельчика. Или лучше подождать весны. А если у кого есть возможность, предлагайте, пишите. Может, с кем-то съезжу, или тоже поможем там, как сказать, скинуться на бензин и съездить на то место, где реально рыба клюет или ловится, чтобы не впустую нам здесь не сидеть, а с кем-нибудь съездить и порыбачить. Если у кого-то есть такая возможность, то, пожалуйста, прошу. Заходите, подписывайтесь, скидывайте номера телефонов, скидывайте в комментариях или пишите, если вам что-то не нравится. И будем вместе контент снимать. Так что и я, и вы все равно попадете в YouTube. А если не хотите попасть в YouTube, то могу и, как сказать, снять без вашего, как сказать, вмешательства в рыбалку. То есть, на комментарии отвечайте, если кому-то будет интересно, кто хочет по всей России, как сказать, попасть на телевизор или в YouTube. Добро пожаловать. Ну, в общем, как-то так. Я ничего посоветовать не могу. Всем до свидания. Смотрим мой канал. Рыбалка Регион 17. Подписываемся. И радуемся. Сегодня с чуваком ехали тоже в такси сюда. И получилось так, что он тоже только начинающий рыбак. И я ему сказал, что вот снимаю канал Рыбалка Регион 17. Он говорит, давай я подпишусь, хотя он только начинающий рыбак. Так что, если вы начинающие рыбаки, подписывайтесь. Вместе с вами будем искать и подписываться. И вместе с вами будем искать рыбу. Вместе с вами будем потом рыбачить. Вместе с вами будем снимать контент. И вместе с вами будем отдыхать. Так что давайте, друзья, подписчики, не стесняйтесь, ставим лайк, комментируем и подписываемся. Всем удачи и следим следующее видео. Если получится куда-то выехать, то я всегда с вами. Рыбалка Регион 17. Всем спасибо. Пока.